Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим сегодня расклад Таро для мужчин под названием «Какие перемены вас ждут в ближайшее время? Какие события вас ждут?» Ветер перемен. Как всегда, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, что сейчас в вашей жизни, а потом посмотрим, что будет дальше. Так. В вашей жизни, знаете, вот проигрывается ситуация обмана. Вы до сих пор находитесь под впечатлением обмана, причем это обман от женщины, обман, касающийся денег, каких-то вложений, финансов. Женщину, которую вы считали своей судьбой, вы думали, что она будет одна единственная, неповторимая в вашей жизни, которой вы готовы просто бросить все и сорваться. Вы до сих пор помните эту женщину, вы скучаете за ней. Вот что бы вы ни говорили, но вы за ней до сих пор скучаете. Вот не дает она вам покоя, просто не дает покоя. Это ваше наваждение по сей день. У кого-то больше, может быть, у кого-то меньше, да? То есть вот такая у вас сейчас не очень хорошая ситуация. В скором времени вас ждет хорошее, такое довольно приятное известие. Знаете, кого-то, возможно, даже пригласят на какой-то, либо же там день рождения, корпоратив. Ну, какая-то такая гулянка должна быть, тусовка, где много людей. Причем, знаете, на этой тусовке могут быть либо же ваши партнеры по работе, либо же кого-то из вас захотят, вот знаете, вот познакомить, подсунуть какую-то женщину. Ну, нехорошее слово, конечно, подсунуть, но как-то могут даже, знаете, вот попытаться свести вас с кем-то. Ваши друзья, приятели, может быть. Так. Что еще? Очень заняты вы заработками. Знаете, заработки у вас должны быть довольно неплохие. Вы, в общем-то, мастер на все руки, мастер своего дела. Вы, в общем, за что беретесь, все у вас ладится, работа спорится в руках. Кто давно не видел детей, скорее всего, у вас будет либо же встреча с детьми, может быть, либо к ним поедете, либо они к вам. Ну, то есть, каким-то образом вы будете общаться. Может быть, кто-то по телефону будет общаться. Радостное известие относительно финансов будет. Это может касаться, знаете, допустим, долги кому-то отдадут, либо же какие-то дополнительные, там, я не знаю, отпускные, или еще какие-то деньги, которые вы заработали, да, которые вам должны отдать эти деньги, либо же вернуть. Так. Что еще? Угу. Так. С женщинами, вот сейчас у вас такая ситуация, знаете, вот как-то вы держите женщин на стороне. Ну вот, не то, что на стороне, ну, на стороне у вас, может быть, и есть какие-то легкие романчики. Ну, то есть вы так держите их то ли про запас, да, кто-то для интима держит, кто-то, ну, близко не подпускает к себе женщин. Вот вы их держите так вдали от себя немного. Личную жизнь вы пока не развиваете. Вот я не вижу, чтобы вы развивали. Знаете, у кого-то из вас может проиграться ситуация, когда вам хорошо одному, хорошо наедине с собой, да, когда вы можете заняться своим любимым делом, вот вам в кайф быть одному. Вот почему-то я вижу такую ситуацию, что вам сейчас вот, ну, не до женщин, что ли, как-то вы то ли подустали от них, то ли вы им не верите. Ну, хотя, знаете, вы можете, да, мечтать, вы можете, но на самом деле, вот вы понимаете, что ну хорошо без них. Вот зачем связываться, да, тем более, когда уже у нас была женщина, которая предала, да, вернее, не у нас, у вас была.
Вот. Знаете, вот как говорят психологи, что на самом деле человеку должно быть хорошо самому с собой. Вот когда вам хорошо и не скучно самому с собой, да, когда вы можете найти какое-то дело, какое-то занятие, да, вам интересно, вы не ломаете голову, боже, какой я несчастный, ой, куда же мне пойти, я никому не нужен. Нет, такого состояния ни в коем случае не должно быть. Поэтому, дорогие мужчины, учитесь вот любить себя, находить такие занятия, да, делать то, что вам нравится, чтобы вам с самим собой в первую очередь было не скучно. И тогда к вам будут больше тянуться люди. Вот как-то вот мистика происходит, вот когда вы любите себя. Вы, вот знаете, это какая-то внутренняя готовность, что ты можешь быть и без женщин. Вот тебе хорошо, но нету женщины и нету, да, от этого никто еще не умер. Появится рано или поздно. Ну, то есть как-то находите занятия, отвлекайтесь, вот пока на данном этапе у вас нет женщины, да, она обязательно появится. Но просто не нужно грустить и страдать, и чувствовать себя самым несчастным в мире, потому что никого нет рядом, нет птички-мозгоклюйки рядом, да, вот. Поэтому будьте счастливы, вот счастливы рядом с собой, с самим собой, вот, да. Так, что еще вас ожидает? У вас, посмотрите, у вас появится женщина. Как это не печально, может быть, для кого-то. Но женщина у вас появится, причем женщина любимая. Женщина, которая вам западет в душу, с которой вам будет хорошо. Вот вы как-то неожиданно, знаете, с ней познакомитесь, вот она появится в вашей жизни, и как-то, вот знаете, войдет в вашу жизнь как само собой разумеющееся. Вот, знаете, когда человека, бывает, встречаешь и понимаешь, как будто ты его 100 лет знаешь, да? Вот такое ощущение. Вот так все как-то вот оно как по накатанной, да, вот легко и просто с ней пойдет. Какое-то вот начнется непринужденное общение, вот, да, вот. Ну, вы как мальчишка просто станете рядом с ней. Вот какой-то такой, знаете, наивный мальчишка, может быть, немного стеснительный даже. Вот знаете, может быть, вы даже в чем-то робеть начнете перед этой женщиной. Женщина очень добрая, хорошая, домашняя. Это такие женщины, вот такой тип женщин. Их называют еще хранительницы очага. Это настоящие хозяйки, настоящая мама, настоящая жена, да. У кого-то может проиграться, что вы даже захотите ребенка с этой женщиной, потому что вот она такая, знаете, теплая, настоящая. Вот от нее просто веет какой-то надежностью, теплом, да. Вот почему-то мужчины тоже не от каждой женщины хотят детей, правда ведь? С одной женщиной вы просто можете поразвлечься, да, а женитесь-то вы совсем на других женщинах, да, потому что есть постоянные какие-то критерии, да, какую женщину вы хотите видеть рядом с собой, какой должна быть мать ваших детей, то есть у каждого есть какие-то свои представления. Ну, напишите в комментариях, я права или нет, да. Точно так же и здесь будет. Вот она чем-то, вы знаете, вот как пеленой какой-то вот укутает своим теплом, что ли. Вот настолько она какая-то вот теплая, да, с ней можно расслабиться. Вот далеко не с каждой ведь женщиной может мужчина расслабиться. Потому что вот бывает, живут вместе, да, либо же встречаются. Но ты полностью не можешь человеку открыться. Вот по какой-то причине. То ли доверия нету, то ли любви нету, или еще что-то, да. То есть эта женщина такая, что вот, знаете, даже чужие люди открывают душу таким людям. Вот добряки они, у них просто на лице написано, что вот, ну, добрый человек, да, это и выслушает, она и поможет, и подскажет, и подставит свое хрупкое плечо. То есть перед этой женщиной даже не стыдно скупую мужскую слезу пустить. Она это поймет, поддержит, да. То есть, дорогие мужчины, я еще раз вам говорю, у кого сейчас нету женщины, не переживайте, она обязательно появится.
И четко это видно по раскладу. Женщина, с которой вы будете вот именно, знаете, вот состояние полнейшей гармонии, какого-то вот, ну, счастья, вот, ну, блаженства, конечно, я не знаю, подходит сюда слово или нет. Ну, как бы абсолютное счастье, как бы я не верю в такое, что прям супер-пупер, да. Счастье вообще какое-то мимолетное, наверное, вот чувство. Но вот какая-то гармония, тепло с этой женщиной будет. Настолько вот комфортно во всех отношениях просто. Вот такие женщины, они не будут пилить мужчин, если нету денег. Вот она как-то отнесется с пониманием, да, вот если, допустим, либо же мужчина работу потерял, либо же там финансы, проблемы какие-то с финансами, да. Вот она отнесется с пониманием. Вот такие вот женщины, женщины такого типа, они не будут выносить мозг, что ты мало денег приносишь, ты мне шубку, золото, бриллианты не покупаешь. Она подождет, она наоборот скажет, что ты у меня молодец, у тебя все получится, да, не расстраивайся, не переживай и так далее. То есть, дорогие мужчины, пока нету женщины, учитесь быть счастливы сами с собой, как я говорила. Находите занятия, развлечения, то, что вот именно вам нравится. Вообще по жизни нужно делать то, что вам нравится. Не так, как обычно, да, вот особенно вот более старшее поколение, тем, кому вот за 40, да, как люди привыкли. А что скажут люди, а что скажут соседи, да, а правильный ли я образ жизни веду, а так ли я разговариваю и так далее. То есть с оглядкой на окружающих. Уверенные в себе люди, запомните, они никогда не обращают внимания, кто и что скажет. Человек живет для себя, он живет один раз. Имеется в виду, что живет и делает то, что ему нравится. Вот кто не умеет этого делать, кто привык отдавать, да, вот мы всю жизнь живем, мы отдаем. Кто-то там жене, либо же мужу, кто-то ради детей живет, да, а про себя, любимых, мы очень часто забываем. Поэтому, дорогие мужчины, учитесь жить хоть немного для себя. Вот начните даже из каких-то мелочей. Вот просто сядьте и подумайте, вот чего бы вам хотелось, вот именно сейчас, да? Начните из каких-то мелочей. Вот банально, что я хочу сегодня там на ужин, допустим, да? Может быть, я хочу там какой-то фрукт купить, вот элементарный, да, пример я привожу. Может, я хочу там что-то такое себе, какую-то вкусняшку купить, либо еще что-то. Вот я хочу, понимаете? Вы идете и себе покупаете. Либо же вот я хочу там поехать, я не знаю, там в парк куда-то погулять, либо еще что-то. Вы берете, едете, без оглядки на то, что скажут люди, что скажут соседи или еще кто-то. То есть вы учитесь жить для себя, вы учитесь понимать свои желания, свои все вот эти вот хотелки, понимаете? Это очень сложно бывает некоторым людям. Не все понимают, чего хотят. Вот сядьте просто и подумайте элементарно, вот чего я сейчас хочу, да? Вот элементарное, да, не нужно что-то там супер-пупер выдумывать. Просто подумайте, чего вам хочется. Начните с малого, и вы увидите, настолько вам будет легче, настолько вам будет проще жить. Вы научитесь слушать себя, слушать свои желания, потому что вы жили по жизни, да, и вы отдавали, вы больше отдавали женам, детям, там, родителям, еще кому-то. Про себя мы обычно забываем, как правило, да, ну, многие, по крайней мере, так живут. Да, это все хорошо, когда помогаешь детям, там, женам, но нужно не забывать и про себя. Поэтому у вас все наладится, я еще раз говорю, пока она не появилась, эта супер женщина ваша, живите для себя, наслаждайтесь своим одиночеством. Причем это одиночество очень временное, да, вот и судя по раскладу Таро, это очень четко видно, что в вашей жизни появится женщина. Это действительно супер женщина, с которой вы будете счастливы, и уже одиночество вам совершенно не будет грозить. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!